Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что изменится в вашей жизни, в вашей судьбе до конца июня. Давайте с вами узнаем. И у нас до конца июня два важных астрологических события. Новолуние в Близнецах, а Близнецы отвечают за коммуникацию 15 июня. И с 18 планета Хирон. Хирон – это символ израненного целителя и какого-то надоевшего сценария. Мы говорим Хирон в Тельце, а именно в Телец зайдет Хирон. Правда, пробудет только до середины сентября, но для нас даст хорошую подсказку, что же будет происходить последующие 7 лет. И я бы назвала Хирон символ израненного ангела. И сегодня мы с вами пройдем 6 шагов, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на 3-й шаг. Там скрыт секрет вашего финансового исцеления, благополучия именно по Хирону. Ну а на 4-м шаге мы с вами откроем, почему именно где-то забота о себе сейчас важнее любых планов. Итак, первая карта, первый шаг. Что тянет назад? Все же без этого, если мы говорим о Хироне, никуда не пойдешь. Это как какая-то черная дыра, которая нас то и дело как бы к прошлому возвращает. Вторая карта, второй шаг. Отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что появится, тем не менее, неожиданно. И я такое допускаю. 3-й шаг. Что отпустить? Или за что себя простить? Нет смысла это удерживать. Что важно именно сейчас? Ваш главный ресурс, мои дорогие. Будьте внимательны. 5-й шаг, что изменится, а что изменит вас? И что произойдет дальше? 6-й шаг, будущее, к чему быть готовому. Итак, давайте будем узнавать, так что же там тянет назад? Что ж там за черная дыра такая? Может быть, это конкретно в вашем доме, в вашей жизни есть какой-то пункт, да, или предмет, или старое обязательство, которое вытягивает из вас все силы. 10 пентаклей. Ну, шикарная карта сама по себе. На кону ваша семья, ваше благополучие, ваши близкие. Это все то, что для вас особенно важно. Вопросы дома, вопросы вашего окружения. Но не всегда так все гладко бывает. Давайте прямо скажем, кто-то один или одна. И тогда эта карта будет означать, а надолго ли я согласен стать отшельником, а может быть есть смысл все-таки впустить в свою жизнь новых людей и подумать о чем-то более серьезно. Для кого-то наоборот, может быть, прежняя история, даже если она, допустим, была когда-то счастливая, но в силу разных событий, обстоятельств что-то изменилось, но у кого-то все хорошо, и стало быть, как это все сохранить. Может быть, тут есть, к примеру, когда какие-то семейные, может быть, не совсем семейные, а с дальними родственниками связаны взаимоотношения, или банально вопросы дома, мои дорогие. И если мы говорим черная дыра, это может быть даже какой-то предмет, буквально, как старый предмет, 10 по максимуму. То, что, к чему мы привыкли, или то, что мы когда-то наприобретали кучу каких-то вещей, а теперь наступает время, срок. Может быть, что-то отправить в утиль уже. Для кого-то из вас оформить важные документы, может быть, подумать о том, где у нас там есть бреши, незавершенные какие-то дела, обязательства, незаконченные, незакрытые юридические вопросы, потому что аркан император всегда это ведь карта, правда, которая может говорить, это как символ власти или каких-то провластных структур, возможно, чиновники. И если мы говорим, то с пентаклей сама по себе какая-то бумага, сообщение вы можете получить даже. Есть какое-то дело, которое касается как и вашей личной жизни, вашего личного комфорта, который вам нужно, буквально довести до ума, чтобы был порядок, вот как по аркану, наверное, справедливость. Но пока мы его не видим, может, он и не выпадет. Но я имею в виду аналогия с тем, что как причина и следствие. Тут все должно быть доведено до ума. Причем оставлено только то, что рационально, то, что важно. Не должно быть незаконченных дел самих по себе или каких-то незавершенных обязательств, это точно. Вот это факт. Все остальное, все то, что я только что перечислила, это имеет значение, а остальное как разрушает. По тройке перьев это может быть даже какие-то прежние разочарования. Значит, до конца июня, как минимум, это может свидетельствовать о том, что вам
нужно приступить. Может быть, мы что-то не можем начать, на что-то не можем решиться. А ведь и правда, посмотрите, вопросы императрицы. Может быть, важные разговоры. И я не исключаю, что здесь уже так ложатся карты, что не просто вы сами по себе, а есть взаимоотношения с определенными лицами. И по аркану императрица, и император, посмотрите, как у вас выпадает. Да тут вопросы пары. Тут именно вопросы взаимоотношений, которые вроде бы как человек нам дан как шанс, а мы как будто либо по тройке мечей была какая-то история разочаровывающая, предательство, я такого тоже не исключаю. Но вот именно на кону теперь. И что тянет назад? А невыясненные, может быть, у кого-то взаимоотношения. Или какая-то юридически незаконченная история. У кого-то это будет вопросы семьи, детей, пары, и я допускаю. К сожалению, у кого-то могли быть, ну, как начало вашей семейной жизни, может быть, много лет тому назад, достаточно счастливыми, хорошими. И потом, если по какой-то причине эта история не могла продолжаться, то теперь вам все равно как будто нужно задуматься о том, ну, как вы будете строить свое дальнейшее счастье. Но отпускать, скорее всего, придется тут тоже по-разному. Кого-то могут тянуть воспоминания о том, что было прежде. И здесь, знаете как воспоминания в хорошем таком ключе, и почему произошел какой-то разрыв, или почему прекратилась какая-то история. Вас тоже может это так вот деструктивно внутренне разрушать. Но для кого-то из вас это могут быть еще и те темы, когда, допустим, вы один или одна. Ну, чего бы тут менять, казалось бы, да? И, может быть, были и отношения даже когда-то, которые тоже начинались, и были даны обещания, и все вроде бы так и продолжалось неплохо, но в какой-то момент все равно фиаско было. Вот вам сейчас все то, что касается прошлого, давайте будем так поконкретней, как вещей в доме, которые вам напоминают о прежней ситуации. Может быть, это касается даже тех вещей, которые пришли в негодность, морально устарели, вещи, которые сломанные, или то, что повреждено уже, да, вот это нужно исключить из своей жизни. А я бы еще сказала исключить токсичных людей. По крайней мере, тех людей, которые нас тянут назад. Вот это все может создавать какую-то, ну, неправильную конфигурацию вашего восприятия. Возможно, вам нужно именно с чем-то, вот как на глубине собственной искренности разобраться, что имеет для вас значение, а на сегодняшний день, с учетом реальности, что значение вообще уже давным-давно не имеет. Но давайте откроем отношения, потому что отношения явно присутствуют. По вещам, я думаю, тут все понятно. Как порядок нужно навести, как и хлам выбрасываем, так и в бумагах порядок. Кому-то буквально может пересмотреть старые фотографии, мои дорогие, кому, может быть, их море, вы можете хранить что-то. И иногда мы открываем, да, начинаем смотреть, и сидим и думаем, боже мой, а вот это кто? А вот это даже я вот уже не помню, что это было. Да, остаются те фотографии, которые действительно к нашей душе близки. А все остальное может быть целый мешок, пакет, который, ну, совершенно не нужно. То есть вот избавляйтесь, правда, от мусора в своей жизни в любом номинале. Итак, отношения. Кто или что появится неожиданно, что зеркалит вас. Вот вы сейчас, как зеркало своего колеса фортуны. Наведешь порядок, и тут как будто сразу у тебя вот буквально так, потому что это карта скорости. Как только ты с чем-то определился, так и вот это колесо, фортуна. Фортуна – это всегда какая-то победа, идет в твою жизнь буквально. И это появляется неожиданно. Но порядок нужно навести, мы говорили, да? По семерке свечей вы можете с кем-то держать совет, вы можете послушать мнение одного, второго, третьего. Или обратная ситуация, на вас кто-то может давить, настаивать. А тут говорят, нам силы не равны. У тебя вот если фортуна выпадает, то какой-то важный вопрос выбери один хотя бы. И вот именно этот вопрос до конца июня максимально проясни, как расчисти себе пространство, потому что силы будут неравны. Если ты будешь пытаться идти сразу в 7 направлениях, ну, из этого ничего не получится. Или иногда по этой карте на нас именно буквально оказывают давление, уговаривают, настаивают другие люди. Но
А есть только что-то одно. Как только мы включимся в какую-то, может быть, разноплановость, и наших сил не хватит, и в конечном итоге ни одно из дел мы, даже если что-то доведем до ума, в любом случае бонусов мы никаких не получим. Здесь приготовьтесь к тому, что в отношениях, я сказала, да, уже как 7 свечей, так и 5 свечей. Это и люди ненадежные, мои дорогие. Это и какие-то нерешенные темы, нерешенные имеется в виду, должны, может быть, и вы быть готовы. Но и человек, конечно, тоже должен иметь желание вот эти разговоры искренние на чистоту, чтобы что-то прояснить. Где-то не позволяйте сами, мои дорогие, себя увести с пути истинного, и даже если вы инициируете какую-то беседу, и тогда будет для вас таким серьезным звоночком, если кто-то уходит от обсуждения некоторых тем, которые важны вам вот именно сейчас. Ваша задача, повторюсь, максимально расчистить собственное пространство, потому что для вас своеобразной черной дырой будет даже по деньгам, когда вы будете кому-то, возможно, оказывать помощь. Или когда вы себе поставите не те планы, сделаете не те вложения, инвестиции. Такое ведь тоже может быть. Тут нужно определиться, что имеет смысл, что имеет настоящую ценность, а что выглядит поначалу, ну, как-то так и вроде неплохо, а потом из-за этого, ну, полный ноль, никакого итога не получается, бонусов для вас, да. Карта ухода, вот конкретно все то, что я сказала, а на кону фортуна. И мы не можем медлить долго, мы не можем где-то упустить очень доброе время, а ведь и планетарно это тоже так, мои дорогие, поэтому будьте внимательны. Но вот какой-то выход из лабиринта у вас определенно должен быть, и я тут вижу, вокруг вас много людей. 7 и 5 жезлов или свечей в данной колоде будет говорить о том, что вам постоянно кто-то создает какую-то многозадачность. Так вот, доколе, когда ж ты будешь уже делать этот самый выход? Наша девушка оглядывается, как будто, да, вот еще тут целый магический круг из кубков, и вроде это дорого любимо, и может быть там еще полные кубки, но она понимает, наступает время идти вперед. Вот от этого заканчивается ваш лабиринт. Поэтому иногда, кстати, по этой карте мы ищем выход из создавшегося очень сложного положения. Тогда примите к сведению, фортуна помогает, и даже из какой-то запутанной истории у вас есть возможность найти выход. Итак, 3-й шаг – это как секрет с вашего финансового благополучия, но карта будет называться «Что отпустить? За что себя простить?» У кого-то буквально простить за отношения. Может быть, отношения с конкретным человеком, с конкретной персоной. Простить себя за какой-то предыдущий выбор. Простить себя, к примеру, за какой-то проект, который, может быть, и прежде, как общение, оно у вас уже случилось. Будьте, вот смотрите, в этой колоде 22 карты. Ева – это сама по себе карта мудрости. А если мы говорим о Хироне, то это та рана, которая должна стать мудростью. И у каждого из нас есть своя ситуация, где он себя тайно корит. Вот себя за что-то корить точно не надо. И я могу допустить, у кого-то по 2 жезлов здесь могли быть как и отношения по работе, например, с определенным человеком, в которого вы верили. Но, может быть, вы и думаете, что одумается человек. Или откликнется, вот, кстати, да, а глаз мудрости должен вам подсказать, может быть, именно это где-то ожидание, потому что по 2 жезлов это, по сути, ничего не происходит. Тут вот именно нужно что-то менять, и начинаются эти перемены с вашего решения. Вы сейчас более чем ресурсны, но где-то не соскользнуть на 2 роли, а вот самим себе так вот честно, искренне, мудро спросить, лично для меня, что хорошо, лично для меня сейчас, что важно, потому что есть разочарование в чем-то. И надеяться, что, к примеру, люди изменятся, да, а у нас этот период может быть связан с тем, что возвращаются наши когда бывшие. По рыцарю перьев мы ищем правду, истину, и мы ее находим. По этой карте мы иногда готовы даже к тому, что, к примеру, если вы планируете важную беседу или разговор,
будьте готовы услышать какую-то правду. Может быть, эта правда такая достаточно колючая, но для вас это как выздоровление, это как путь к свету. Вам буквально ангелы вас помогают, и фортуна вас поддерживает для того, чтобы какая-то долгая история, которая ни шатка, ни валка, была окончательно прояснена. Как будто вы не можете повторять прежнюю ошибку, чтобы не упустить самое ценное, то есть свои собственные приоритеты, свою собственную удачу, что-то останавливая или соглашаясь на какую-то такую, знаете, 50 на 50 ситуацию, мы себя лишаем как будто удачи в принципе. Мы соглашаемся на чей-то удобоваримый, именно такое слово хочется сказать, вариант, но раз получили люди согласие от нас, значит, эта история, она может быть продолжена. Но вам о чем говорят? Что все-таки по 5 кубков над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Тут что-то стремится к окончательному завершению, мои дорогие. Поэтому принять то, что завершается, что пытается из вашей жизни словно само оттолкнуться. Вот есть и такой момент. Может быть, это для кого-то как переоценка ценностей. Тех ценностей, которые были прежде, вот по первому варианту, да, мы спросили, что тянет назад. Наше предубеждение или наше представление о том, что правильно или нет, а тут все преломляется. А если мы говорим новые энергии по новолунию в Близнецах, а близнецы за коммуникацию отвечают, поэтому неизбежны какие-то, как и разговоры, переговоры, их нужно будет направить в нужно именно для вас русло. Четвертый шаг, что важно сейчас, ваш главный ресурс, умеренность. И умеренность это не есть, что ничего не меняется, нет, мои дорогие. Это тут, наверное, как по колесу фортуны, важный момент, когда вы можете получить неожиданную новость, вы можете получить неожиданный документ, известие, например. Вы можете случайно столкнуться с тем человеком, который вам может такую тоже правду неожиданную принести. У нас открываются глаза, и главное, после этих свидетельств, известий, мы понимаем, что нам нужно что-то делать. И, скорее всего, метод действия, он совершенно иной. Карта сама говорит, это как неожиданная или не случайная случайность. Но раз мы говорим не случайная случайность, то тогда это, ну, как провидение или стечение, назовите это, обстоятельств. Вас, правда, жизнь подводит к какому-то итогу, и вот для вас совершенно необходимо иметь, как, знаете, холодная голова, потому что вам придется сделать какой-то шаг, которого вы сами от себя не ожидаете, кстати. Будьте внимательны. Ну, а в чем тут интрига? Что станет ключом, который запустит цепочку счастливых событий для вас? Что станет ключом? Еще один старший аркан. Элемент новизны. Вообще это новое качество жизни. Для кого-то из вас это совпадет с важным путешествием, поездкой, возможно, с новым человеком в вашей жизни. Не исключаю. Возможно, человек, который вовсе на вас не походит. Я имею в виду ваше предпочтение по характеру, например. Это может быть человек очень рациональный. Возможно, вам придется иногда по королеве перьев, тут, правда, могут проходить и инстанции. Иногда, когда нам нужно уделить внимание собственному здоровью, врачи проходят. И нам карты ни одна не говорит, что вы болеете. Наоборот, тут нам говорят, что посмотрите, такие две солнечные карты, что приток как раз сил по нулевому аркану, это и бодрость, это такой, знаете, юношеский задор. И неважно, какой у вас там возраст, мои дорогие, это желание перемен, желание романтики, желание новизны. Но вот, видимо, в таких энергиях к ним тоже нужно подойти с какой-то рациональной позиции. Может быть, это у кого-то из вас здоровый образ жизни, или когда вы вообще надумаете по нулевому аркану изменить свой, кстати, имидж, то, как вас воспринимают люди. А решитесь вы на это очень рационально, с такими холодными мыслями, потому что есть желание по повешенному что-то завершить, что и так длительно тянется. Я должна сказать, если мы спросили, что важно сейчас, вы наводите действительно порядок. Знаете, как альфа и омега.
во многих сферах жизни. Но даже это может начинаться, да, как с вашего важного решения, наведения порядка буквально в доме. Потому что мы меняем наше пространство, а оно вторично оказывает влияние на вас. И для вас это сейчас тоже очень важно, по крайней мере, до конца июня. И я должна сказать, здесь будет еще такая конфигурация планетарная, которая вам как раз и позволяет, потому что Венера, начался июнь, в вашем знаке зодиака, в последующем 13-го она переходит в знак зодиака Лев. Но у нас еще будет сохраняться транзит, соединение, как Венеры и Юпитера. Правда, тоже тут ненадолго, но дело в том, что Венера перейдет в знак зодиака Льва. И это будет больше касаться, то есть у нас такие двойственные энергии, к чему я веду. И про личную жизнь, и про работу. И вы можете это особенно остро чувствовать, что для меня сейчас важно все. И здесь, понимаете, нельзя остановиться. Если прежде было что-то, ну, как ваше согласие с чем-то, с кем-то на то, что, ну, ладно, вот нехай так будет, да, допустим. А вот теперь это все-таки нужно переложить в какую-то иную плоскость. Может быть, зависимые даже какие-то отношения, зависимые ситуации вам тоже нужно реально пересмотреть. Потому что по этой карте как будто, ну, уже все сроки вышли, мои дорогие. И не оставить что-то без внимания именно в этот период до конца июня, это значит равносильно тому, что вы себе скажете спасибо. Значит, будет закрыт какой-то гештальт, назовите это, как черная дыра, куда буквально, может быть, уходили ваши ресурсы. Это в виде вашей помощи. Или траты ваших сил, энергии, времени. Но это все в пустоту. И вы могли с лучшими побуждениями по Хирону. А вышло так, как всегда, да, мы говорим часто. Вот вам это, как всегда, нужно перестроить на новую плоскость, на новые как будто рельсы. Ну что же изменится? А что, возможно, изменит вас? Аркан Звезда, да, когда исполняются наши мечты. И по этой карте сияйте, как звезда. Для кого-то из вас рост вашей популярности. У кого-то это могут быть вопросы, кстати, десятка пентаклей, работа на дому. Работа на дому или как работа в одиночку, может быть, да, какой-то ваш проект. Это может быть ваше хобби, которое вам в последующем будет приносить популярность, или когда у вас складывается возможность куда-то поехать. И я не исключаю, что изменится. Может измениться сама конфигурация. Раньше вы не могли или не представляли, допустим, вопроса переехать куда-то, даже не задумывались, а здесь они могут возникнуть, и это изменит вас. Для кого-то может сложиться. Мы тут с вами говорили по рыцарю перьев. Иногда эта карта будет говорить о том, что нужно быстро куда-то поехать, быстро с кем-то встретиться. И колесо фортуны тоже вторит тому, что не теряя времени. Вот посмотрите, два старших аркана. Что изменится? И обстановка вокруг изменится. И обстоятельства еще 1000 раз изменятся. Но, видимо, до конца июня свои приоритеты, возможно, и границы. А границы решаете, определяете только вы. При взаимодействии, как и с людьми. Может быть, и даже с какими-то, ну, важными такими персонами. Но нужно понимать, чего вы хотите достичь, прежде чем вы на что-то согласитесь, мои дорогие. Для вас, видимо, это какая-то основная тема, основной интерес. И это, по крайней мере, может кардинальным образом изменить и вашу жизнь, и вас самих. А правда, у кого-то вопросы имиджа. Вот посмотрите, все 3 старших аркана. И у нас еще и аркан Луна. Ну, у вас, конечно, с арканом Луна свое взаимодействие, потому что это светило Луна. Ваша планета-управитель, слушайте интуицию. Но будет соблазн, будьте к этому готовы, вообще не делать ничего. А вот так оно пройдет. Но именно в этом, я так вижу, риск, что мы на что-то согласились, а потом дали себя втянуть в какую-то историю, и мы можем как вторично, ну как увязнуть в чем-то, мои дорогие. А здесь такие неспешные энергии. Я не могу сказать, что вам выпали, хотя у вас есть и карты скорости, видимо, хоть и тут, что тут, если мы говорим с 15 по 30 июня,
Вроде бы период всего лишь 2 недели, но даже в этот период будут и периоды каких-то пауз или задержек, но и в какой-то момент тут как все убыстряется. Но, видимо, вот так складываются события, как демонстрируя, сама судьба вам демонстрирует какую-то как новую реальность. И тут будет очень важно не подумать: нет, это мне показалось. Слушайте свою интуицию. Тут скорее не показалось, а для вас, да, смотрите, ваша карта выпадает. Все то, что я сказала, вот, может быть, оно и выглядит так вот размыто, потому что мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака, а судьба у каждого своя. А по королю чаш у нас идут две энергии. Первая – это чувство, а вторая – материализм. По сути дела, все то, о чем мы сегодня ведем расклад. Давайте узнаем, а что же будет дальше. Будущее, к чему приготовиться. Ну, тут нельзя бдительность терять. Семерка перьев, посмотрите, мы называем карта вора. И нам показывают, как рождественские праздники, да, люди гуляют, ярмарки. Ну, кто-то гуляет, а кто-то в это время, ну, буквально, это карту вора мы называем, если, да, крадет. Поэтому нам ведь всегда эта карта говорит: а ты не замечтайся. Когда ты тут чего-то не видишь и уверен, что, как эти люди, проходящие мимо, они уверены: ну, Рождество ж, елки-палки, ну, кто на какое-то черное дело пойдет? Но обязательно найдутся такие, понимаете как? Тут нельзя замечтаться. Вот у вас такой период в июне. И нельзя замечтаться не потому, что обязательно будет подвох. А может быть, для кого-то из вас это вы, мои дорогие, с вашей интуицией, как защита. Вот я такого тоже не исключаю. По шестерке чаш, конечно, иногда это карта ностальгии. И поэтому тут двояко. Что произойдет дальше? Для кого-то будет последующее, кстати, продолжение отношений, но еще в будущем, может быть, на июль, должны состояться какие-то разговоры, очень важные темы, на чистоту. Возможно, вам, если какая-то была история, когда вы долго кого-то ждали, иногда по этой карте тоже проходит. Хотя в этой колоде у нас, посмотрите, здесь как будто обмениваются, да, подарками. Как будто нам дарят подарок, поэтому тут могут быть приятные какие-то моменты, вот что будет дальше. И вроде бы подарок, а вверху карта вора. Поэтому тут знаете как? Тут могут быть и такие личности из разряда «позади кинь, впереди найдешь». Что я имею в виду? Иногда люди так и поступают. Делают, ну, что-то, может быть, и хорошее, но не бескорыстно, а именно потому, что видят вашу ресурсность, или видят в чем-то помощь вашу, или на вариант «авось пригодится». Король перьев, мои дорогие. Король перьев – это как король мечей, это карта эксперта. У нас здесь была и королева мечей. Я тут могу предположить, что есть те отношения, которые нужно рационально прояснить. И, может быть, вот вам придется, как по вашей, по сути дела, карте, неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, если мы сказали в двух энергиях, то когда вопрос касается чувств, мы не добавляем такого сухого прагматизма, и наоборот, когда нам нужно что-то просчитать, может быть, и математически что-то подсчитать, рационально решить вопрос, и он касается важных бумаг. Когда мы ставим подписи, берем обязательства, замечтаться тоже нельзя. Если мы добавим сюда чувств, то будет полная путаница. Все же тут я вижу для кого-то из вас, ну, как будто будет необходимо два короля, и более в моих раскладах будут говорить о том, что, ну, неизбежимо, у вас тем более император, императрица. Это могут быть как и какие-то согласования, это может быть банально путешествие по инстанциям, но это я так в общем говорю, да, какие-то персоны, которые могут стоять и по лестнице иерархии выше, чем вы. А вам именно теперь нужно, как и по документам, по каким-то своим делам, с ними принимать какие-то договоренности или просто диалоги правильные выстраивать. Поэтому тут и не замечтаешься вроде бы как, да? И нужно буквально внимать, что говорят или что предлагают. Возможно, после того, как что-то предложили, или по закону есть возможность, вот одна, другой нет. Может быть, дополнительно какой-то юрист, адвокат. Вот все-таки рационализм, он должен вас победить, мои дорогие. И есть вопросы и по чувствам, но есть и вопросы, где нельзя просчитаться. И вот королева свечей как раз это подтверждает. Эта карта позиции достаточно сильной.
Если мы берем просто как архетип карты, и эта сильная позиция, она не берется из ниоткуда. Опыт, сын ошибок трудных. Это когда много раз мы ошибались именно по своей наивности. Но вот уже теперь королева свечей точно знает, на что она согласится, а на что нет. И два момента, в чем она наиболее продуктивна, ресурсна. Первое. Правильная работа с информацией. Мы сегодня с вами об этом много говорили. А второе. Правильно распорядиться деньгами. Вот это где-то все перекликается с картой король чаш, архетипом, в том контексте, что в чувства не надо добавлять материализма жесткого, да, прагматизма. Но точно так же в вопросах рациональных не нужно сюда же добавлять чувств, а тогда будет что-то у вас решено более правильно. Хотя для вас это могут быть сложные отношения. У кого-то так. И это тогда будет продолжено дальше. Ну, по крайней мере, что будет дальше? Кто-то из вас может находиться вот в таких энергиях, как король перьев. Эксперт, человек, который сейчас, он просто думает. И может быть, неважно, пусть это даже сферы личной жизни касается. Возможно, для вас, мои дорогие мужчины, это есть какая-то страстная любовь. Женщина, с которой хочется быть рядом. Но сейчас тогда будут преобладать такие холодные энергии здравомыслия. Даже, может быть, и по королеве свечей. Я что-то хочу совершить, да? Но я еще больше не хочу просчитаться. Поэтому я правильно деньгами хочу распорядиться. Но и то, что мне говорят, то, что мне, может быть, буквально пытаются замылить глаза, вот я никому не позволю это сделать. Но и вида никому не покажу. Вот тут вам Луна, мои дорогие, наверное, всем помогает. И карта силы, ведь это, по сути дела, карта как энергетика у мага. И правильная дипломатия, правильное взаимодействие. Опять же, холодная карта, карта критического мышления. И если мы говорили, что изменится, а что изменит вас? Вот у вас, может быть, и прежние события, но, видимо, у кого-то и люди добрые, ну так в кавычках, да, тоже меняют. Но вот пришло время сделать выводы, что есть ваше счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за вашу эмпатию, за ваши добрые душевные комментарии, за ваше участие в нашем канале, мои дорогие, правда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. Берегите себя, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.